Образовательный проект «Журнал доктора Комаровского» представляет. Приветствую вас, друзья! Сегодня мы начинаем новый цикл программ. Это будет программы о здоровье взрослых. И по вашим многочисленным просьбам мы расставим сегодня точки над «и» и многому вас научим в деле лечения, помощи, профилактики при такой болезни, которая называется мигрень. На самом деле мало кто толком понимает, что такое мигрень. Многие считают, что голова болит, но это мигрень. На самом деле есть около 300 причин, по которым у человека может возникнуть головная боль. Самая распространенная головная боль – это так называемая головная боль напряжения. Ну вот когда вы там устали, нанервничались, просто был тяжелый день, много что-то писали, ну, короче говоря, вот как-то напрягались, да, и вот заболела голова, но стоит вам посидеть, отдохнуть, расслабиться, поспать, эта головная боль прошла. Но это самая распространенная головная боль, ее называют головная боль напряжения. Так вот, мигрень, и вот чтобы вы понимали, насколько она распространена, мигрень имеет место примерно у 10-25% женщин и до 10% мужчин имеют эту проблему. То есть это просто огромное, это миллиарды людей на земном шаре. Правда, надо отметить, что есть все-таки прямая связь с уровнем интеллекта, с эмоциональностью, с определенными генетическими факторами. Ну, по крайней мере, в Европе это вообще бич какой-то. То есть тут именно вот 25% женщин, 10% мужчин. Это скорее правило. И чтобы вот просто оценить эту цифру, потери денежек, вот обычных денежек в Европе от мигрени, ну, в связи с тем, что люди не выходят на работу и так далее, это, вдумайтесь, 24 миллиарда евро в год. Можете себе? Это только Европа. То есть неудивительно, что огромные силы, средства и фармакологической промышленности, и научно-исследовательских центров вкладываются огромные средства в исследование мигрени. И здесь есть просто потрясающие достижения. Есть очень понятные, очень эффективные протоколы помощи. То есть, если у вас мигрень, и вы всю жизнь мучаетесь, то вы вообще живете неправильно, где-то не в том месте, и рядом с вами нет врача, который может объяснить, как вам помочь, может разобраться. Поэтому мы, собственно говоря, сегодня действуем по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Мы вас точно научим, как вам станет легче, и научим, как искать правильного врача, который сможет помочь, если вдруг вы не сможете сами себе помочь. Итак, в нескольких словах это очень вообще на самом деле сложно объяснить, что такое мигрень, каков механизм этой болезни. Но в двух словах, ребят, говорю очень примитивно, чтобы вы понимали. Смотрите, первое, что надо знать. Головная боль, а это главный симптом мигрени. Головная боль, она бывает у людей первичной и вторичной. Что такое вторичная головная боль? Это вот, условно говоря, вас ударили по голове. То есть есть некая причина, травма. И после этого у вас болит голова. Или, например, у вас близорукость, вы напрягались, читали, напрягали зрение, у вас разболелась голова. Или воспалительный процесс в головном мозге, там, менингит какой-нибудь, у вас болит голова. Или гайморит, болит голова. То есть есть некая конкретная болезнь, грипп, например. Да? И на фоне гриппа, на фоне температуры у вас разболелась голова. Вот это значит, что головная боль вторична. То есть есть некий диагноз, при котором головная боль – симптом. То есть симптом головная боль – симптом гриппа. А есть головная боль как первичная головная боль, когда проблема, когда именно сама головная боль есть фактически диагноз. И вот мигрень – это классический вариант первичной головной боли. То есть ничего другого нет. То есть когда при мигрени ищут еще что-нибудь, а у нас могут найти все что угодно, от остеохондроза до дисбактериоза, и пытаются вот это вот лечить, то есть лечить причину, то это тупик. Это так вообще не лечится. Поэтому мигрень – это первичная головная боль. Суть ее в следующем. Есть такая штука, называется тройничный нерв. То есть из него есть определенный узел вот этого тройничного нерва. Из него выходят веточки, которые имеют болевые рецепторы. И это вот кожа головы, это вокруг глаза, это кости черепа именно. И особенно много этих веточек в районе висков, в районе глазницы. И вот суть, вот этот вот узел
из которого выходят веточки, он регулирует, скажем так, чувствительность нервов. Вот теперь представьте себе такая ситуация. Она знакома практически каждому, хоть кто когда-нибудь там летал на самолете или был там. Представьте себе паспортный контроль. Есть 10 окошек, где проверяют паспорта. И стоит здоровенная очередь. И вот перед этой очередью, там, где эта очередь кончается, стоит тетя в форме. И смотрит, какое окошко освободилось, говорит, вы проходите туда, вы проходите туда. Знакомая картина, да? Так вот, теперь представьте себе, что вот эта тетя, она заболела. Ну или отлучилась пописать. И вот когда тетя отлучилась пописать, все ломанулись к окошкам. Понять? И там возникает давка, все толкают друг друга. То есть, условно говоря, вот эта тетя, это и есть вот этот узел тройничного нерва, который по каким-то причинам отлучился, и все ломанулись, чувствительность повысилась, и начинается интенсивная головная боль. Таким образом, собственно говоря, лечение – это регуляция, это уменьшить чувствительность вот этих вот окошек, то есть помочь на всех этапах, уменьшить толпы людей, количество нервных импульсов, уменьшить способность наших клеток, тканей воспринимать эти нервные импульсы. Короче, в этом и есть суть лечения. Теперь давайте разберемся, как поставить диагноз. Вот что надо, чтобы поставить диагноз. На самом деле есть огромное заблуждение, и этим часто пользуются те, кто пытается на вас заработать кучу денег, что для того, чтобы поставить диагноз мигрени, надо послать вас на обследование. То есть вы принесете 20 листов из лаборатории, плюс обязательно вам сделают компьютерную томографию головы, померяют внутричерепное давление, короче говоря, помассажируют шею, сделают рентген шейного отдела позвоночника. Главное, что вы должны понимать, что вот это все, это бизнес, ибо диагноз мигрени – это диагноз клинический. То есть для того, чтобы поставить диагноз мигрени, все, что надо, врач должен поговорить с пациентом, выслушать его жалобы, и этого совершенно достаточно. Так вот, для того, чтобы поставить диагноз мигрени, надо иметь 5, обращаю внимание, 5 классических признаков. 5. Вот мы их сейчас, все эти 5 признаков, будем анализировать. Итак, начинаем. Первое. Повторяемость. О чем идет речь? В любом случае, эпизод боли – это некий приступ. Некий приступ, у которого есть определенные характеристики, мы о них еще поговорим, но главное, есть приступ, и вы четко можете этот приступ описать. Вот у меня вдруг, внезапно или после предварительного чего-то, каких-то симптомов, например, мне начало тошнить, а потом у меня заболела голова, заболела вот в этом месте, и болела, потом раз и прошло. Вот таких приступов, очень похожих, должно быть не менее 5. Понятно, что, скорее всего, если уж вы дошли до врача, то у вас таких приступов было не менее 50. Но факт остается фактом. У вас должны быть повторяющиеся приступы со схожими характеристиками. Это первое. Второе. Продолжительность. Удивительная особенность именно мигрени в том, что если у вас заболела голова, вы там и потом через полчасика прошла, это никакого отношения к мигрени не имеет вообще. При мигрени продолжительность приступа от 4 до 72 часов. Обратите на это внимание еще раз. Если часик поболело и прошло, это не мигрень. Третье. Характеристики боли. Боль, как правило, односторонняя, пульсирующая, очень интенсивная. То есть это не чуть-чуть болит, а реально и очень сильно болит. И четвертый, очень важный признак. Боль очень интенсивно усиливается при любой физической нагрузке. Причем речь идет не о том, что вы штангу поднимаете. Нет, просто иногда повернуть голову, встать со стула. Это вот тяжелая физическая нагрузка, которая приводит к резкому усилению боли. 4. Боль сопровождается либо тошнотой, либо рвотой. Часто бывает очень высокая чувствительность к любым внешним раздражителям, к яркому свету, к яркому звуку. Короче говоря, кроме боли есть еще вот что-то, когда человек страшно раздражителен, просто все, что для обычных людей не представляет никакой угрозы, для него просто это все конец света, жить не хочется. И, наконец, 5 признак, он, собственно говоря, основан на том, что я уже говорил, это
первичная головная боль. То есть эта головная боль ни с какими другими причинами не связана. То есть нет какой-то инфекционной болезни, никто вас не бил по голове и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, вот эти 5 причин, 5 признаков, о которых я сказал, позволяют любому врачу, не выходя из кабинета, вот усадив напротив себя пациента, пообщавшись с ним, сказать: «Эй, батенька, да у вас мигрень». Мигрень, по большому счету, имеет много всяких разновидностей. Ну, например, там самая частая разновидность выделяют так называемую мигрень с аурой и мигрень без ауры. Аура — это когда вот вы чувствуете, вот имеются некие признаки, вы не всегда можете даже понятно их объяснить. Вот что-то мельтешит перед глазами, или какой-то вот, иногда это запах какой-то, иногда какие-то звуки вы слышите, иногда вот вы что-то ощущаете, и вот вы эти чувства, вы, преломляя через свой жизненный опыт, понимаете, что вот после этого у вас начнется приступ. Вот еще раз говорю, это не всегда можно объяснить, но если вы имеете частые приступы и всегда перед ними есть нечто, что-то видится, что-то слышится, или какой-то туман перед глазами, или падение остроты зрения и так далее, вот это и есть аура. Ну, то есть, собственно говоря, для врачей очень часто это имеет значение, но по большому счету вот то, чему я вас буду учить, для вас это принципиально значение не имеет. Вам просто надо понимать, у вас мигрень. Интенсивность вашей суеты будет скорее зависеть от того, насколько эффективным будет лечение. То есть, если вы посещаете нормального доктора или разбираетесь с ситуацией сами, и вам становится легче, то по большому счету вам не имеет для вас никакого значения, какой именно вариант мигрени именно у вас, и вообще какая причина, и так далее, это генетика или что-нибудь еще, это уже не так важно. А вот если вы действуете вот так, как я вас сейчас буду учить, и вдруг вы оказываетесь в числе тех 10% несчастных, кому это не помогает, тогда, конечно, надо понимать, что есть специальные клиники головной боли, где дифференцируют разные варианты мигрени, подбирают особое, очень специфическое лечение и так далее. Тем не менее, подводим предварительный итог. Каждый из вас может сам поставить себе диагноз мигрень. Я не призываю вас самим ставить диагноз и самим лечиться. Вы это четко понимаете. Но я отдаю себе отчет в том, что сплошь и рядом, когда вы приходите к врачу и начинаете рассказывать классические признаки мигрени, что у меня приступы по суткам, я вообще головой пошевелить не могу, ничего не помогает, жить не хочется, семья разваливается и так далее, то мне говорят: ну, сделайте компьютерную томографию, попейте вот это лекарство, например, пироцетам и ковентон, будем улучшать кровообращение в мозгах и так далее. Так я понимаю, что вам деваться некуда, и в вашей деревне или в вашей там условной райцентре просто нет людей, к которым надо обращаться, поэтому мы сейчас с вами и встречаемся. Поэтому еще раз рассказываю, как помочь. Первое. Лечение всегда начинается с того, что вы пробуете принимать обычные, продающиеся без рецепта и в каждой аптеке нестероидные противовоспалительные препараты. Как правило, стартово рекомендуется препарат, который называется ибупрофен. Ибупрофен, нурофен, бруфен и так далее. Ибупрофен. Еще раз обращаю внимание, ребята, ибупрофен — это международное название. У слова ибупрофен тысячи синонимов. Вы можете их посмотреть в моей книге «Лекарства», в нашей программе про ибупрофен. Короче, идем смотрим. Теперь, какая будет самая большая ошибка приема ибупрофена? Ну, например, ибупрофен, его очень часто покупаемый в американских магазинах, приезжает сюда. Торговое название Advil, например, очень распространенный, качественный, хороший, правда, препарат. Если уж будете там покупать, я вам точно Advil рекомендую. Так вот, он, например, выпускается в таблетках или в капсулах по 200 мг. 200 мг это доза ребенка, доза взрослого 400-600 мг. То есть, если вы не крупная женщина, там до 60 кг, то вам, наверное, 400 мг достаточно. Если вы мужчина или вы не очень худенькая, но за 60, наверное, 600 мг та доза, которая должна помочь. Что тут очень важно? Что доза должна быть, еще раз говорю, 400-600 мг. Это раз. Второе. Если на момент приема вас тошнит, или была рвота, или вы прямо чувствуете вот тяжесть, как сжимает рукой вот в области желудка, вы должны понимать, что вот этот ибупрофен, который вы сейчас съедите, он будет лежать просто в желудке и всасываться не будет.
Поэтому в вашей ситуации, в такой ситуации, что надо? Либо искать растворимые препараты, либо покупать готовые сиропы там, для детей, детские формы, только вы посчитаете, чтобы это было 600 миллиграмм, то есть чтобы он был жидкий. Во-вторых, очень хорошо запивать, ну, минимум 250-500 до полулитра жидкости, там, какого-нибудь компотика, например, чтобы вы были уверены в том, что то, что вы съели, не лежит в желудке, а всосалось в кровь. То есть вот это первое, что вы должны делать, и вы должны понимать, что нельзя сказать, что поможет именно вам. Одному парацетамол, другому ибупрофен. Очень иногда помогают комбинированные препараты, ну типа там всяких там тройчаток, пятерчаток, цитрамонов и так далее. То есть тут раз спазмолгонов и так далее. Вот эти все сочетания вы должны пробовать. То есть вы должны подобрать то, что поможет именно вам, будет помогать. То есть вы перепробовали все, тогда у нас и вам не помогает, начнется другой этап лечения. Но вначале вы пробуете именно это, и я вам должен сказать, что от 10 до 20% людей реально могут решить эту проблему, если вовремя примут в правильной дозе, правильно, ибупрофен. Я почему, собственно говоря, называю ибупрофен? Почему? Первое. Это реально эффективно. Проблема только одна, проблема правильной дозы. Это в любой стране без рецепта. То есть вы, ну, например, во время путешествий в аэропортах мира можете в любой аптеке купить качественный ибупрофен и быть уверенным в том, что вы пьете нормальное лекарство без подделок, потому что есть многие страны, где, мягко говоря, за этим следят просто, чтобы не было мела в упаковке. Поэтому вы всегда можете попросить друзей, чтобы вам привезли тот же ибупрофен. Еще раз говорю, это практически везде без рецепта. Все остальное, когда мы начинаем обсуждать там аспириды, нимесулиды, там, возможно, и влияние на желудок, и влияние на печень. Короче говоря, тут есть всякие сложности. Поэтому все-таки начинаем всегда с ибупрофена. Тем не менее, что еще очень важно? Вот на это тоже я очень хочу обратить ваше внимание. Просто, еще раз говорю, вы часто ходите по врачам, а не можете осуществить очень правильные, понятные действия, которые будут реально эффективными, а у вас ничего не получается из-за того, что вы не знаете элементарного. Смотрите, если у вас мигрень, и вы почувствовали ту же ауру, или только начала болеть голова, вот вы должны понимать, что эффективность принятого лекарства, ну, абсолютно теснейшим образом связана с тем, насколько вовремя вы это примете. То есть вы должны, вот вы почувствовали ауру, или начала только болеть, все, отвлеклись от всего, на всех плюнули, просто взяли таблетку и тут же ее проглотили и запили. Поэтому, ребят, если у вас мигрень, которая повторяется, ну, она повторяется всегда, то вы должны выходить из дома только, вот никак иначе, у вас с собой всегда должны быть в правильной дозе таблеточки, понимаете? В автомобиле, если вы в автомобиле, у вас должна быть водичка запить, а если вы вообще 250 миллилитров бутылочку, она может лечь прямо в сумочку, если у вас такие обстоятельства, что боль может заболеть где угодно, а вам надо будет запить эту таблеточку. Просто иногда вот подумать о том, что вам надо чуть побольше. Я почему говорю вам, ну, сумочку, я произношу слово сумочку, потому что чаще это все-таки женская проблема. Так вот, вот вам нужна такая сумочка, чтобы там лежала бутылочка объемом 0,25 как минимум, понимаете? И чтобы из этой сумочки можно было вот мгновенно достать таблеточку и ее запить. Просто лучше вложиться в сумочку, чем потом тратить кучу денег на лекарства, которые часто бывают очень дорогими. Поэтому еще раз, всегда начинаем лечение с простых, доступных, дешевых, нестероидных противовоспалительных препаратов. Оптимально ибупрофен, доза 400-600, хорошо запиваем. И самое главное, упаси Боже терпеть. Только заболело, сразу приняли. Это первое, с чего мы начинаем. Конечно, хочется надеяться, что вы вот в числе тех 10-20% счастливцев, кому это поможет. Но может не помочь. Если не поможет, вы должны понимать, что есть лекарства более серьезные, намного более эффективные, к сожалению, намного более дорогие, и они реально предназначены, они вообще придуманы для лечения мигрени. В разных странах по-разному используют эти препараты. Есть вообще две группы лекарств, и по каждой группе я, еще раз говорю, я не буду, нет смысла сейчас просто называть названия конкретные, потому что каждый, кто сейчас это смотрит точно, уж точно в интернете, у него есть два слова. Триптаны и препараты эрготамина. Вот просто эрготамины,
триптаны. И вы вот должны знать, что, например, в Европе и у нас очень широко используются именно триптаны. В Соединенных Штатах Америки там чаще используются эрготамины. Ну, поэтому, поскольку вы тут и в аптеках выбор больше, то вы пишете слово триптаны и смотрите, что реально есть в аптеках. Ребят, еще раз. Я бы очень хотел, чтобы вы пошли к доктору, и он вам рассказал, какой триптан точно есть рядом, и что вот доктор точно знает, я его всем назначаю, оно помогает, то есть оно не поддельное. То есть я на самом деле очень хочу, чтобы не вы, конечно, это все читали, а вы пошли к доктору, и он вам сказал: дружище или подруга, вот тут в аптеке есть триптан, называется вот так-то, доза такая-то. Он всем помогает, потому что я точно знаю, он не поддельный, не левый, он классный, бери, глотай. Но я допускаю с высокой степенью вероятности, что вы просто не найдете такого доктора рядом с вами. Поэтому мы вынуждены играть вот в эти игры с вами. Да? Поэтому вы сами изучите тему триптанов, пойдете в аптеку, купите его, он будет у вас, вы должны знать, что триптаны бывают. Бывают в таблетках, бывают в капсулах. Есть жидкие формы, растворимые таблетки и так далее. То есть все это есть. Почему так важно правильно выбрать форму именно? Если у вас головная боль сопровождается тошнотой или рвотой, то, конечно, вам надо что? Ну, именно пшикать. Но эти пшикалки, как правило, очень дорогие. Таблетки дешевле. Иногда проще иметь с собой триптан в таблетке и какой-то из препаратов, которые отключают тошноту, рвоту. Ну, там, тот же Церукал, например, в таблетках. Да? И принимать их одновременно. Ну, как бы, это варианты тоже возможны. Тоже надо хорошо запивать. Но еще раз обращаю внимание. Коль скоро вы лечитесь триптанами, то триптан всегда с вами, всегда под рукой, вы из дома без него не выходите. Вот это очень важно. Препарат реально может прервать приступ головной боли или не дать ему развиться, если вы почувствовали ауру, или начало тошнить, или чуть-чуть, только вот вы чувствуете, заболевает голова, и вы тут же приняли нужный препарат. Теперь давайте просто проанализируем развитие событий. Итак, у вас нет никаких сомнений в том, что ваш диагноз мигрень, и вы подобрали себе препарат, который работает. Это какой-то триптан или ибупрофен, неважно. Но что-то вы нашли, и это работает. У вас приступы, может быть, они там чуть ли не через день, а то и каждый день. И вы знаете, как с этими приступами быть. Вы глотаете вовремя таблетку, вам становится легче, и вы думаете: фух, вот теперь я так и буду жить. Но тут начинается следующая проблема. Во-первых, когда вы считаете, во сколько вам обходится ежедневный прием триптана, то как-то вам становится не по себе. Это раз. Во-вторых, вы тут должны понимать следующее, что когда вы часто принимаете обезболивающие препараты, то это, в конце концов, может привести к так называемой фармакологической головной боли. То есть головная боль будет связана уже с приемом этих препаратов. Поэтому нельзя смириться с тем, что вы часто принимаете обезболивающие препараты. То есть тот факт, что вы умеете побеждать приступ, не приводит к тому, что приступы становятся реже. Понимаете? То есть эти препараты не лечат мигрень. Они помогают вам пережить приступ. Но существуют некие причины, по которым эти приступы часто возникают. И есть лекарства, которые используются именно для лечения мигрени. То есть принимаются не тогда, когда плохо, а для того, чтобы приступы становились реже. Может быть, даже исчезли совсем. И вот тут, ребята, я вам ничем помочь не могу. То есть я могу сказать, что определенные препараты, используемые для лечения, например, эпилепсии, определенные препараты, так называемые антидепрессанты, препараты, регулирующие ритм сердца, даже ботокс. Вот я, собственно говоря, перечислил 4 группы препаратов, которые могут использоваться для лечения мигрени, то есть для того, чтобы сделать приступы реже. Но тут уж, извините, братцы, тут и дозы, и предварительное обследование, и побочные эффекты, они не позволяют вам заниматься этим в порядке самолечения. То есть, если рядом нет человека, который может разобраться с лечением, вам придется всю жизнь глотать, бороться с приступами. Но я вам все-таки советую найти доктора, или если у вас товарищ есть, у которого есть медицинское образование, то ему надо просто погрузиться в тему мигрени, почитать, вы ему подарите книжки. Ну, просто тут надо именно посидеть, разобраться, потратить время. А для того, чтобы разобраться, нужно базисное медицинское образование. Без этого разобраться вам будет очень сложно.
тем не менее я подчеркиваю, что есть препараты для лечения мигрени, которые позволяют сделать приступы намного более редкими. Ну и, наконец, самая классная новость, самая классная, которая всем мигренозникам, скорее всего, будет как бальзам на душу. Суть этой новости в следующем. Вот это когда я вам рассказывал про то, как через узел тройничного нерва идут определенные сигналы. Так вот, оказалось, что в основе вот этих сигналов лежит особый белок. И сейчас появились препараты, работающие как антитела, которые блокируют вот этот белок. И эти препараты, которые официально уже зарегистрированы FDA, они уже наконец-то пошли в продажу. И есть шансы, что до наших краев они доберутся. И это лекарства, которые реально на 70, а иногда и на 100% устраняют приступы мигрени. То есть в лечении мигрени наступает новая эра. Когда этот восход этой эры будет над нашей территорией, я не знаю, но по крайней мере шансы есть. Теперь, когда вы уже знаете о профилактике, о лечении фактически лекарствами, да, вы должны знать, что есть профилактические мероприятия. Это неплохая, кстати, новость, которые позволяют вам помочь самой себе. Почему я все время говорю самой себе? Я все время думаю о том, что это вот женская проблема. Просто вокруг меня, я, по-моему, за всю жизнь только одного мужика знал. Как-то мне так везло. Вот женщин с головной болью вокруг меня было много, мужиков мало. Ну ладно, я все время представляю. Когда врач говорит о какой-то болезни, у него перед глазами стоит пациент. У меня один из докторов в клинике вечно ходил с мигренью, мы его вылечили. Но я все время, когда говорю про мигрень, у меня образ женщины перед глазами. Ну ладно, ребят, главное, что мы должны понимать, в мигрени есть способы профилактики. Эти способы профилактики чрезвычайно эффективны, чрезвычайно, правда. Что важно для каждого из вас? Вот у вас заболела голова, вот у вас приступ мигрени. И вы должны, может быть, когда вам станет полегче, проанализировать все. Вот все факторы, что было перед приступом. Что? Время суток, день недели, погода, влажность, чем вы занимались, какие были физические нагрузки, что вы ели, что вы пили. И что очень важно, желательно все это записать. Правда, ребят, отнеситесь к этому серьезно. Знаете, в серьезных странах, там, где врачи получают много денег, и где они берут на себя ответственность за результаты лечения, и вы платите много денег за то, чтобы к этому врачу прийти, врач-специалист по головной боли вообще не примет мигренозного больного без дневника мигрени или дневника головной боли. Вы можете прийти, он скажет: нет, дружок, у нас сегодня никакого разговора не получится, иди отсюда, месяц, вот веди дневник, записывай, что предшествовало головной боли, тогда будем разбираться. Почему это так важно? Потому что иногда есть очень эффективные меры профилактики, которые построены на том, что каждый из вас выясняет, что есть провоцирующий фактор. Вот что очень часто является провоцирующим фактором. Ну, например, кофеин или красное вино. На некоторых плохо действуют молочные продукты. Почти всегда, почти для всех, духота. Вот дефицит кислорода, душное помещение с кучей народу. Стоять на голове, там какие-то физические нагрузки специфические. И когда вы это понимаете, то просто проветривая помещение, опять-таки контролируя температуру и влажность воздуха, не употребляя продукты, которые провоцируют приступы, вы просто позволяете себе жить нормальной жизнью. Что влияет почти у всех, еще раз повторюсь, это духота, голод. То есть вот именно поэтому люди с мигренью, им желательно принимать пищу часто, дробно. Потому что малейший голод может провоцировать приступ. Нарушение сна. Вот когда вы не выспались или вам не дали поспать. Вот когда хочется спать, это приводит к усилению головной боли. Ну и повторюсь еще раз, еда, питье. Но что тут очень важно? Просто если у вас некий продукт вызывает головную боль, то это, как правило, наблюдается всегда. То есть, вот если вы чувствительны, условно, к красному вину, то вот вы выпили красное вино, и у вас после этого болит голова. Второй раз выпили, опять болит голова, и всегда болит. Но если у вас нет вот этой четкой постоянной зависимости, то, скорее всего, вам не надо лишать себя всех радостей в жизни. Потому что, когда мы начинаем анализировать, что и кофе вызывает, и красное вино вызывает, и шоколад вызывает, то если у вас не вызывает, кушайте это на здоровье. И не суетитесь, не паникуйте. Ребят, итоги. Мигрень — неприятность.
Мигрень реально может оборачать вашу жизнь. Мигрень, если вы начинаете себе помогать правильно, то есть не лежите умираете сутки-двое, а принимаете лекарства, может стоить приличные деньги. Тем не менее, в 21 веке лежать по двое суток с головной болью 10-15 дней в месяц – это неправильно. И вы имеете реальные возможности сами себе помочь, если рядом с вами нет людей, которые готовы вам помочь. Вам придется помогать себе самостоятельно. Еще раз прошу, не ведитесь на разводы нашего здравоохранения. Мигрень не имеет никакого отношения к тому, что вот тут в шее что-то не так повернулось, и поэтому кровь не поступает в мозги. И поэтому вам надо пойти и сделать 10 сеансов массажа. Это бред. Как только вы услышали от доктора, что вам надо полечить мозговое кровообращение, сделать компьютерную томографию, померить внутричерепное давление, а через месяц обязательно это повторить. Как только вы услышали, что вам надо попить лекарства, улучшающие работу мозга, все вот эти цинорезины, ковентоны, пиверошпироны, пироцетамы, вот это все, и даже, а то и поколоть. Ребята, убегайте от этих врачей как можно быстрее. Все это к медицине вообще никакого отношения не имеет. Как говорится, помогите себе сами. Удачи! Друзья, обратите внимание, мы выкладываем в свободный доступ материал, созданный для журнала доктора Комаровского. Вы можете сказать спасибо и поддержать наш образовательный проект 3 способами. Первое – оформить подписку на журнал. Второе – оформить спонсорство канала доктора Комаровского в YouTube. И третье – стать нашим спонсором в системе Patreon. Все ссылки в описании к этому ролику.